Томас Бабингтон Макколей. Британский государственный деятель, историк, поэт и прозаик викторианской эпохи. Делать деньги без рекламы может только монетный двор. Причины ссоры множатся на глазах. Вежливость – это доброта в мелочах. Если рабы будут ждать свободы до тех пор, пока они не поумнеют, ждать придется долго. Анализ не дело поэта. Его призвание воспроизводить, а не расчленять. Нет силы более разрушительной, чем умение представлять людей в смешном виде. Большой ум, как и большая гора, первыми ловят и отражают утреннее солнце. Что касается всех вообще, не касается никого. Вероятно, ни один человек не может быть поэтом, не может даже любить поэзию, если он, хотя бы в малой степени, не душевно больной. Некоторые книги следует только отведать, другие проглотить и только немногие переживать и переварить. Мы хорошо помним прежние золотые деньки, потому что их было так мало. Даже закон всемирного тяготения будет оспорен, если возникнет материальный интерес. Правильно решить проблему наилучшим образом можно тогда, когда люди в состоянии свободно обсудить ее. Малейшие блага в настоящем лучше, чем самые роскошные посулы в будущем. Крошечный добрый поступок лучше, чем самые торжественные обещания сделать невозможное. Больше всего публика превозносит того, кто является одновременно объектом восхищения, уважения и сострадания. Слова, еще слова, и только слова – это все, что нам оставили самые знаменитые философы. Тот, кто хорошо осведомлен о прошлом, никогда не станет отчаиваться по поводу настоящего. Философия, которая борется с алчностью, гораздо лучше философии, которая разрабатывает законы об охране собственности. Сердца людей их книги, события их наставники, великие действия их красноречие. В наше время многие политики имеют обыкновение с опломбом рассуждать о том, будто народ не заслуживает свободы до тех пор, пока не научится ею пользоваться. Это умозаключение сделало бы честь глупцу из старой сказки, который решил не идти в воду, пока не научится плавать. Хитрые люди презирают учение, простые преклоняются перед ним, мудрые пользуются им.
Хорошее правительство не то, которое хочет сделать людей счастливыми, а то, которое знает, как этого добиться. Вознаграждению и наказанию подвластно все в этом мире. Все, кроме сердца. Законы тщетно существуют для тех, кто не имеет мужества и средств защищать их. Поэзия требует не испытующего, а верующего образа мыслей. Правители должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма, а сделать все от себя зависящее, чтобы они стали патриотами. Тщетно надеяться, что может быть написана такая конституция, при которой любой избранник получит большинство голосов, а любой закон единодушную поддержку. Реальный характер человека – это то, что он сделал бы, если бы знал, что он никогда не попадется. В любую эпоху самых злостных представителей рода человеческого следует искать среди народных вождей. Оценка нами кого-либо во многом зависит от того, как это лицо относится к нашим интересам и страстям. Знания достигаются не быстрым бегом, а медленной ходьбой. Назначение зеркала не в том, чтобы на нем рисовать. Нет силы более разрушительной, чем умение представлять людей в смешном виде. Насилие – суть войны. Древняя философия была мельницей, а не дорогой. Она состояла из вопросов, которые вращались в круге, из противоречий, которые всегда начинались сначала. В ней проявлялось огромное напряжение и совсем не было прогресса. Умные всегда с большим подозрением взирали и на ангелов, и на демонов толпы. Большой ум, как и большая гора, первыми ловят и отражают утреннее солнце. Цель ораторского искусства не истина, но убеждение. Закон напрасно существует для тех, у кого нет ни мужества, ни средств защищать его. Первые плоды, собранные плохим хозяином, часто посажены хозяином хорошим. Всякий тиран настолько заинтересован в том, чтобы свой народ мог грабить только он сам, средства, которыми достигается эта цель, настолько ясны и просты, что людям, быть может, живется лучше при самой жестокой тирании, чем при анархии. Я предпочел бы бедно жить в хижине, полной книг, чем быть королем и не иметь желания читать. Томас Бабингтон Макколей. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась.
Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.